Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю блины с начинкой. Тонкие, мягкие, без муки, приготовленные на тесте с творогом. Они получаются эластичными, нежными и отлично сворачиваются, не рвутся и не пересыхают. Внутри сочная куриная начинка с овощами и сливочным сыром. Кремовая, ароматная и очень домашняя на вкус. Такие блины сытные, но при этом легкие. Подходят и для завтрака, и для ужина. Для приготовления теста мне понадобится в миску выкладываю творог. Как всегда, я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Добавляю 4 крупных яйца. Вес яиц со скорлупой примерно 70 граммов. Добавляю соль, вливаю молоко и всыпаю крахмал. Я использую кукурузный. И теперь всю эту массу пробиваю погружным блендером до однородности. С кукурузным крахмалом тесто получается вкуснее, но можно использовать и картофельный. Кстати, для рецепта я рекомендую использовать мягкий творог такой пастообразной консистенции. Тогда тесто получится очень нежное и однородное. В конце вливаю растительное масло без запаха. Перемешиваю, и тесто готово. Оно должно получиться вот такой жидкой консистенции. Так как, конечно, здесь нет муки, а только крахмал. Оставляю тесто постоять минут на 10. Эти блины лучше выпекать на сковороде небольшого диаметра. У меня диаметр сковородки 18 сантиметров. Включаю ее разогреваться и слегка первый раз смазываю растительным маслом. Перед тем, как наливать тесто, обязательно его перемешиваем, так как внизу оседает крахмал. Перемешали тесто и выливаем на сковородку. Слишком тонкими эти блины делать не надо, так как здесь нет глютена, и чтобы блинчики не рвались. Печем как обычно, с двух сторон. Блины получаются очень нежные, обращайтесь с ними аккуратно. Снимаю со сковородки. Вот такие красавчики получаются. И, конечно, таким образом пеку все блины. Самое главное, не забывайте перемешивать тесто. Тесто здесь очень жидкое и легко распределяется по сковородке. Для этих блинов очень важно переворачивать их, когда тесто уже сверху полностью проготовится, и краешки станут вот такими уже румяными. Очень удобно приподнимать края блинчика бамбуковой шпажкой. Важно переворачивать их, когда тесто уже сверху полностью проготовится, и краешки я испекла последний блин. Всего получается примерно 14-16 штук. Посмотрите, какие они получаются классные, вообще не скажешь, что здесь тесто без муки и с творогом. И вкусно, и полезно. Для приготовления начинки мне понадобится лук, режу средними кусочками. Не надо резать мелко, так как все равно потом все будем измельчать в блендере. Морковь натру на крупной терке. Лук и морковь я буду обжаривать. Включаю разогреваться сковородку, наливаю небольшое количество растительного масла и добавляю сливочное. Отправляю обжариваться сначала лук до легкого золотистого цвета. Добавляю в сковородку морковь, обжариваю до мягкости и золотистого цвета. Морковь с луком обжарились, снимаю сковородку с плиты, оставлю все немного остыть. Заранее я отварила куриные бедра, и сейчас я убираю кожу и косточки. Также я удаляю лишний жир. Конечно, для рецепта можно использовать и куриное филе, но с бедрышками получается более сочно и, на мой взгляд, более вкусно. В чашу блендера перекладываю куриное филе. Всего у меня здесь мясо без косточек получилось 400 граммов. Добавляю обжаренные лук и морковь. Они уже остыли до теплого. Также для моего рецепта я использую сыр Филадельфия, но можно использовать и плавленый сырок. Я добавляю примерно 100 граммов. По вкусу добавляю соль, черный перец. Также я добавляю смесь итальянских трав, сушеный лук, сушеный чеснок и щепотку мускатного ореха. Хорошо все измельчаю до однородности. Вот такая шикарная начинка получилась. Обязательно попробуйте на вкус, чтобы хватало соли и других специй. Итак, сейчас осталось начинить блины начинкой.
Ее кладут обычно на более румяную сторону блина и заворачивают так, чтобы румяная сторона была внутри, так как она чуть суше и крепче и лучше держит начинку. Подворачиваем края. Делаем все как обычно. Получаются вот такие аккуратные небольшие блинчики. И таким образом заворачиваю все блинчики. Я завернула часть блинов, и по желанию их еще дополнительно можно обжарить на сковороде до такой румяной корочки. Я так и сделаю. Разогреваю сковородку. Наливаю небольшое количество растительного масла. Можно еще добавить сливочное, если хотите. Но я хочу обжарить блины в минимальном количестве масла, буквально просто смазав сковородку. Выкладываю швом вниз. Обжариваю до красивого золотистого цвета с двух сторон. Это очень быстро. Обжарили с одной стороны, сразу переворачиваем на другую. Блинчики сразу запечатываются, становятся такие румяненькие, очень аппетитные. Блины стараемся перевернуть аккуратно, так как они невероятно нежные. Готовые блины снимаю на тарелку. Блины хорошо хранятся, их удобно разогреть или даже заморозить впрок. Эти блины получаются невероятно вкусные, очень нежные. Рекомендую их приготовить. Я уверена, они всем понравятся. И я желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока! На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Язикук и название блюда, или Люда Язикук и любое слово по теме рецепта.